Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимов на Яндекс.Дзен, Рутюб, YouTube, Телеграм-канал. Сегодня хочу показать вам вязание детской кокеточки реглан очень интересным и простым узором. Схема вот такая. Мы ее сегодня разберем и свяжем. Вот узорчик такой красивого такого плана получается. Вяжется очень просто. На спинке я связала, не стала соединять. Я вяжу для маленького ребенка годовалого, чтобы было удобно одевать. Пуговичку пришьем и все. И кокетка наша готова. Предлагаю посмотреть. Вязала из хлопка Анна 16. Скидочка на пряжу обязательно будет всем, кто посмотрит и запишет себе промокод Ангелина 22. Предлагаю посмотреть. У меня есть вот такая замечательная схема кокетки. Можно ее связать абсолютно на любой размер. Я буду вязать на маленький, примерно годовалого ребенка. Схема простая, но, конечно, нужно посмотреть. Я начинаю вязать с колечек. Это очень удобно в плане подсчета и распределения узора. Вяжем крючком номер 4, пряжа Анна 16, хорошая тонкая хлопковая пряжа. Скидочку на нее вы можете получить по описанию. В описании у меня будет написан промокод. 4 воздушные петли и столбик с одним накидом. Вот такие колечки мы с вами набираем. 1, 2, 3, 4. Чтобы не мешалась нам схема, да? 4 воздушные петли и столбик с одним накидом. Вот, набираем. Какое количество? Я вот набрала, поставила маркеры. Для удобства маркеры мы ставим на линию реглана. На рукавчик 1, 2, 3, 4, 5. На спинку 9. 5 на рукавчик, и вот здесь вот, где у нас спинка будет шов и шов, тоже по 5. 5, 5, 5, 5 и 9. Я так поставила. Можно поставить 10, да? Вот, теперь наша задача начать вязать узор. Маркеры у нас стоят. Узор несложный. Обязательно вяжем с планкой, потому что... Почему с планкой? Потому что голова ребенка у нас у всех разная, и чтобы было удобно застегивать. Вот так вот у нас начинается вязание. Воздушные петли мы оставляем внизу, а вяжем за столбик. Вяжем 1, 2, 3. Это у нас такой столбик будет. И давайте свяжем еще. 2 столбика у нас будет в самом начале. Теперь 2 воздушные петельки по центру колечко соединительным столбиком соединяем. 1, 2. А вот между колечками мы с вами будем вязать такой раз. Пышный столбик 2. Вместе 2 воздушные петельки. Соединительный столбик в само колечко. 2 воздушные петли. И между колечками вяжем пышный столбик из 2 столбиков с общей вершиной и с общим началом. Вот такой пышный столбик у нас должен получиться. 2 воздушные петли в колечко, 2 воздушные петли и между колечками пышный столбик. Наша задача провязать до, самое главное, маркера, и на маркере немножко будем менять, потому что маркер у нас для чего? Чтобы на линии реглана мы с вами вязали расширение. Расширение у нас будет такого плана. Сейчас я вам покажу. Хотела показать вам на схеме, как это выглядит. Мы с вами связали, я начала не с первого ряда, а со второго. Вот колечки набрали. Колечки набрали. И теперь вяжем вот пышный столбик, пышный столбик, пышный столбик. Доходим до маркера. У нас должно быть 1, 2, 3 пышных столбика, между ними по 2 воздушные петли. Это наш маркер. Все остальное продолжаем точно так же, как мы сейчас с вами вязали. Довязываем 2 воздушные петли
Берем, чтобы не мешало. За колечко 2 воздушные петли. Маркер уберем, чтобы он нам не мешался. И теперь нам надо связать 3 пышных столбика между колечками. Мы вяжем 1 пышный столбик, 2 воздушные петли, 2 пышный столбик, 2 воздушные петли и 3 пышный столбик. То есть у нас будет с вами 3 пышных столбика в линии реглана, 2 воздушные петли, и продолжаем вязать, как мы вязали. За колечко соединительный столбик, 2 воздушные петли, и продолжаем вязать пышные наши столбики между колечками. 2 воздушные петли по центру колечка. Довязываем до маркера, и точно так же после маркеров между колечками вяжем 3 пышных столбика. Наша задача провязать весь первый ряд вот таким простым узорчиком. Довязываем вот наши маркеры, я специально поставила все. Получается у меня 5 вот таких узорчиков с пышным столбиком по центру. Вот они у нас идут. Маркер 9. Нет. 5, 5, 9, 5. И вот теперь у меня в самом конце получилось 4 узорчика, но это, в принципе, не страшно. Получается, у нас же здесь будет, смотрите, вот так вот пуговичка, и ровное количество получится. Теперь, смотрите, пышный столбик довязала, 2 воздушные петли. Наше последнее колечко, соединительный столбик, 2 воздушные петельки. И 2 столбика мы будем вязать в самом начале и в самом конце, все время. 1 столбик и еще 1. Это у нас такая будет планочка в конце работы. 2 воздушные петли, а не 3. Так аккуратнее. Поворачиваем вязание и в столбик. То есть вот эти столбики у нас будут все время повторяться. 2 столбика. В самом начале и в самом конце. Теперь наша задача совсем простая. Нам нужно провязать 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И там, где пышный столбик, соединительный столбик. То есть у нас раппорт узора 2 ряда. В одном будут пышные столбики, а в другом только воздушные петельки. 1, 2, 4, 5. В самый центр пышного столбика. 1, 2, 3, 4, 5. В самый центр пышного столбика. Узор легко запомнить. 1, 2, 4, 5. Сейчас мы дойдем до маркера. 1, 2, 4, 5. Вот наш реглан. 1, 2, 3, 4, 5. Там, где у нас маркер, я его сейчас уберу. Потом обязательно поставлю на место. Вот там, где маркер, центр. 1, 2, 3, 4, 5. В пышный столбик. То есть тут вообще очень все легко. И в этом моменте мы реглан не увеличиваем, но маркер ставим на месте. На место. В следующем ряду, там где маркер, мы будем вязать 3 пышных столбика. 3 пышных столбика. Вот. А сейчас мы просто вяжем воздушные арочки от пышного столбика до столбика, от столбика до столбика. Все время. И там, где маркер, и там, где маркера нет, мы просто вяжем по верхушкам пышные столбики, воздушные петли. Вот такой рядочек мы с вами провязали. Просто воздушные петельки в каждый пышный столбик. Я думаю, это несложно. Заканчиваем вязание 5 воздушных петель. У нас с вами здесь 2 столбика. Нам их нужно найти и провязать. 1 и 2 столбик 2.
Вяжем обратную сторону. 2 воздушные петельки. Это первый столбик, поворачиваем вязание. И второй столбик. И вспоминаем, как мы вязали первый ряд. Абсолютно идентичный. 2 воздушные петли, арочку, соединительный столбик, 2 воздушные петли и пересечение над столбиком. Прям вяжем пышный столбик. То есть здесь очень удобный узор, который легко запоминается. 2 воздушные петли и красиво смотрится. В центр воздушной арочки соединительный столбик, 2 воздушные петли. Там, где у нас пышный столбик был, вяжем пышный столбик. 1, 2. Вот и все. Представляете, как просто. 2 воздушные петли в арочку, 2 воздушные петли, пышный столбик. Узор повторяется. 2 воздушные петли, и из этого узорчика 2 ряда у нас получается раппорт. У нас получается очень красивая кокетка. 2 воздушные петельки, и мы с вами вяжем все то же самое. Хочу показать реглан. Он вяжется точно так же, как мы с вами его и вязали. Но еще разочек повторим, да, чтобы уже точно закрепить и вязать самостоятельно. 2 воздушные петли, 2 воздушные петли. Маркер уберу, чтобы он нам не мешался. Вот. Это у нас прям видно 3 пышных столбика. Первый мы вяжем пышный столбик 1. Мы вовлекаем реглан в узор, как я часто говорю. 2 воздушные петли. Вот. А по центру, в центральный столбик, мы вяжем 3 пышных столбика. Вот и все. 1, 2 воздушные петли. И за счет этого увеличения во всех регланных линиях у нас идет нарастание кокетки. Этим узором можно связать на любой взрослый размер. Удобно, красиво смотрится. Не забываем в центр ставить маркер, чтобы мы знали, что здесь идет увеличение. 2 воздушные петли, воздушную арочку, 2 воздушные петли. В центр воздушных арочек вяжем пышный столбик из 2 столбиков. 2 воздушные петли, соединительный столбик, 2 воздушные петли, пышный столбик. Вот и все. Весь секрет. Представляете, как все просто вяжется. Вот так вот. Было 3 пышных столбика. Теперь получилось из 3 1, 2 мы уже пустили в узор, вовлекли, и еще 3. Уже будет 5. Да? В следующем ряду будет больше. И за счет этого идет увеличение. В самом начале и в самом конце все время провязываем по 2 столбика. 2 столбика в начале и в конце. И у нас с вами получится замечательная, красивая кокетка. У меня она детская, оно может быть и взрослое. Вот такого красивого ажурного плана. Предлагаю повязать. Сколько вязать? Детский размер, он, конечно, намного меньше. Я повяжу, покажу и сделаю замер, сколько у меня получается пройма. Да? Пройма это что? Это вот мы сейчас будем вязать. И вот это количество рядочков, 10 сантиметров, это будет наша пройма. Сильно большую мы ее вязать не будем, но сколько нужно, я покажу. Я провязала несколько рядочков, измерила, у меня получилось 25 сантиметров. Это заданный объем, мне нужно 50. Вот, и 10 сантиметров получилась пройма. С одной стороны, 20 общая. На этом моменте я кокетку завершаю вязать. Вот такая она получилась, красивая, симпатичная. Я хочу ее обвязать розовым цветом. Для этого я подключаю, вот у меня 2 ниточки, заканчиваются
ряд мой заканчивается. Я хочу просто-напросто поменять на розовый. Можно ничего не делать, просто белый мы оставить. Но мне захотелось связать. Я делаю столбик. Еще один столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 провязываю. И столбик без накида. 1, 2, 4, 5. То есть вот таким образом можно сделать обвязочку. И здорово получится. И также я хочу обвязать еще горловину. У меня она получилась немножко больше, чем нужно. И я буду уменьшать. Каким образом? Вот я за вот эти арочки, обвяжу не 5 воздушных петель, а 4. И тогда у меня немножечко горловина уменьшится, что мне и хочется сделать. Вот. И вот таким образом сделаю обвязочку. И моя кокетка будет готова. Она вот такого плана. Ажурная, очень симпатичная. Ее, конечно, надо разгладить, но тем не менее наша кокетка готова. И схема для нее есть. Это радует, это здорово. Я надеюсь, что вам понравится сама кокетка. Ее можно применить, связать в любом размере абсолютно. И будет классно смотреться. Огромное спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. На следующем видео мастер-классе объединим кокетку и будем вязать красивую юбочку узором ананас. Предлагаю попробовать связать. Расход совсем небольшой. Пряжа хлопок, крючок номер 2. До новых встреч. Небольшое дополнение. Решила обвязать ниточкой розовой. Можно белой обвязать, можно не обвязывать. Но при обвязке решила еще рукавчики соединить. Вот у нас получается там, где маркер стоял, регланная линия, 2 наших колечка, я хочу их провязать вместе. 1, 2, 3, сделать 1, 2, 3 и во второе колечко объединить. Вот так вот. Чтобы уже у нас кокетка была сама по себе. И так как рукавчики у меня широковато, я тоже буду вязать 4 воздушные петли, а не 5, чтобы немножечко сузить. Но если вы не хотите обвязывать просто белым цветом, тоже ничего страшного. В следующем видео мастер-классе просто-напросто мы объединим вязание. И точно так же я взяла еще, соединила вязаную арочку с одной стороны и с другой. Вот так вот скрепила. Здесь у нас будет пуговичка, а по низу я скрепила. И рукава тоже вместе провязала.